Этот полицейский помог медвежьей семье перейти дорогу после получения сообщения от обеспокоенного прохожего. Но когда он пригляделся к медвежатам повнимательнее, он сделал то, чего никто никогда не ожидал. Однажды солнечным днем в полицейское управление караула поступил звонок, который изменил все в их оленьем городке. Звонок касался необычной ситуации в Бриттон-Вудси, штат Нью-Гэмпшир. В отчете подробно описывалась черная медведица, которая расхаживала взад-вперед по дороге, по-видимому, пытаясь безопасно переправить своих 4 детенышей на другую сторону. Хотя не было ничего необычного в том, чтобы мельком увидеть дикое животное, мчащееся в лес, было почти неслыханно, чтобы медведица-мать находилась со своими детенышами посреди оживленного шоссе. Чувствуя срочность и важность ситуации, звонившая сообщила диспетчеру необходимые подробности, выразив свою обеспокоенность за безопасность медведицы и ее уязвимых детенышей. Диспетчер незамедлительно передал информацию рядовому Томасу Оуэнсу, который примчался на место происшествия, не зная, чего ожидать. Он и не подозревал, что невероятная история вот-вот развернется на его собственных глазах. Прибыв на место происшествия, Оуэнс вышел из своей патрульной машины и понаблюдал за расстроенной медвежьей семьей. Мать расхаживала взад-вперед, явно встревоженная, но только когда полицейский присмотрелся повнимательнее, он заметил, что возникла проблема. Когда он наблюдал за семьей, его сердце упало, когда он заметил, что один из детенышей отстает. Его шаги стали медленными и затрудненными, и он явно изо всех сил старался не отставать от своих братьев и сестер и матери. Было очевидно, что детеныш слаб и нуждается в помощи. Понимая, что безопасность медвежьей семьи имеет первостепенное значение, Оуэнс быстро взял место происшествия под контроль, используя свою патрульную машину, чтобы перекрыть дорогу и не допустить приближения любых транспортных средств. Движение начало увеличиваться, поскольку водители терпеливо ждали, понимая, что на их глазах разворачивается нечто экстраординарное. Слухи быстро распространились, и начали собираться зеваки, привлеченные необычным зрелищем медвежьей семьи посреди шоссе. По мере того, как медведица-мать все больше беспокоилась о своем борющемся детеныше, ее материнские инстинкты обострились. Она легонько подтолкнула детеныша локтем, надеясь побудить его возобновить прогулку, но усталость малыша была очевидна. Отчаявшись помочь своему малышу, она предприняла несколько попыток взять его в рот и перенести через дорогу. Однако каждая попытка заканчивалась неудачей, поскольку детеныш оказывался слишком слаб, чтобы держаться. Это зрелище тронуло за живое как рядового Оуэнса, так и растущую толпу зевак. Они наблюдали, затаив дыхание, сопереживая отчаянным попыткам медведицы помочь своему малышу. Шли минуты, и решимость медведицы вести своего больного детеныша пошатнулась. И после еще нескольких минут безуспешных попыток она сделала нечто совершенно неожиданное. Она в последний раз подтолкнула медвежонка локтем, затем отвернулась от него и неохотно перешла дорогу, чтобы присоединиться к своим оставшимся 3 малышам. Когда медведица-мать оставила своего сопротивляющегося детеныша позади, в воздухе повисло чувство беспокойства. Зрители обменялись взглядами, неуверенные в том, что произойдет дальше. Полицейский, глубоко тронутый действиями медведицы, почувствовал сильную ответственность за благополучие брошенного детеныша. Поэтому он сделал то, чего никто не ожидал бы от простого человека перед семьей медведей. Бедный детеныш теперь был одинок и уязвим и нуждался в немедленной помощи. Без колебаний Оуэнс принял мужественное решение вмешаться, несмотря на потенциальные опасности, которые ожидали его впереди. Такие солдаты, как он, были обучены справляться со встречами с дикой природой, но он также знал,
что свирепые защитные инстинкты медведиц материи могут привести к опасной конфронтации. Он знал, что любые внезапные или угрожающие движения могут обострить ситуацию и подвергнуть его опасности, особенно если медведица заметит, что он приближается к ее уязвимому детенышу. И поэтому он бросился и схватил детеныша так быстро, как только мог. Бережно держа медвежонка на руках, он, не теряя времени, бросился к своей патрульной машине. Его сердце бешено колотилось от прилива адреналина. Оуэнс быстро добрался до своей машины и осторожно положил медвежонка на пассажирское сиденье. Он убедился, что медведю удобно, прежде чем пристегнуть его самодельным ремнем безопасности, обеспечив его безопасность во время путешествия. Теперь, когда медвежонок был под его защитой, Оуэнс отправился в Нью-Гэмпширское управление по охране рыбы и дичи. Это управление по охране дикой природы обладало необходимыми знаниями и ресурсами, чтобы обеспечить уход и реабилитацию, в которых медвежонок отчаянно нуждался. По прибытии полицейский передал детеныша ожидающей команде реабилитаторов дикой природы, ветеринаров и биологов. Они оценили состояние детеныша, тщательно осмотрев его на предмет каких-либо травм или признаков дистресса. Команда высоко оценила усилия солдата, и Оуэнс почувствовал облегчение от того, что смог сыграть жизненно важную роль в спасении детеныша. Теперь медвежонок был в безопасности и в хороших руках, и он мог закрыть эту главу. Или так он думал. Вопреки его размышлениям, казалось, что его опыт общения с медвежьей семьей еще не закончился. На следующий день полиция пронюхала о другом черном медвежонке, которого кто-то заметил на обочине дороги. Они не знали, что медведица родила 5 медвежат. Этот медведь отстал раньше, так как был еще слабее своего собрата и не мог угнаться за остальными членами своей семьи. Эта информация сама по себе была удивительной, поскольку среднее количество медвежат, которых обычно рожает медведица, равно 3. Рождение сразу 5 медвежат было большой редкостью, и большее число могло объяснить слабость последних 2. Новость о еще одном черном медвежонке, нуждающемся в помощи, дошла до полиции, вызвав смесь удивления и беспокойства среди офицеров. Все еще переполненный воспоминаниями о вчерашнем спасении, Оуэнс понимал важность нового отчета. Он быстро собрал необходимое оборудование и направился к месту, где в последний раз видели детеныша. Прибыв на место происшествия, он оценил обстановку, осматривая местность в поисках каких-либо признаков детеныша или остальной медвежьей семьи. Своим наметанным глазом он заметил небольшое движение среди листвы неподалеку. Осторожно приблизившись, он понял, что детеныш действительно был очень слаб и не смог бы угнаться за своей матерью и братьями и сестрами. При исполненной решимости помочь и этому малышу, он подошел к нему с той же заботой, с какой относился к его брату. Он видел, что детеныш был измучен, и понял, что ему нужна немедленная помощь, чтобы обеспечить его выживание. Понимая связанные с этим потенциальные риски, он незамедлительно связался с органами охраны дикой природы и проинформировал их о сложившейся ситуации. Они быстро прибыли на место происшествия, готовые предоставить экспертные знания и поддержку, необходимые для оказания помощи медвежьей семье. Работая в унисон с органами охраны дикой природы, они помогли создать безопасную и контролируемую среду для облегчения спасения медвежонка. С точностью и состраданием патрульный Оуэнс осторожно подхватил слабого детеныша, бережно держа его на руках. Представители службы охраны дикой природы оставались в режиме ожидания, готовые справиться с любыми потенциальными проблемами, которые могут возникнуть во время спасения. Команда стабилизировала состояние медвежонка, прежде чем перевести его в реабилитационный центр, где он воссоединится со своим братом. По крайней мере, оба медвежонка будут друг у друга и больше не будут одиноки. Действительно, в конце концов, для медвежьей семьи все сложилось хорошо. Благодаря самоотверженным усилиям полиции и Нью-Гэмпширского общества охраны рыбы и дичи детеныша получили заботу и поддержку, необходимые им для того, чтобы стать сильнее и развить необходимые навыки выживания. 2 слабым детенышам, спасенным полицейским, был дан второй шанс на жизнь. На попечении спасательной организации они получали специализированное внимание,
обеспечивающие их благополучие и рост. Со временем они постепенно восстановили свои силы и жизнеспособность благодаря самоотверженному уходу, оказываемому профессионалами в области дикой природы. Медведицу-мать также снова заметили со своими 3 медвежатами. По мере того, как детеныши росли и становились более независимыми, Нью-Гэмпширский отдел по разведению рыбы и дичи тщательно оценивал их готовность к выпуску. И когда пришло время, они приняли решение выпустить детенышей обратно в их естественную среду обитания, чтобы медведи могли жить своей жизнью в полной мере. Рядовой Оуэнс поклялся присматривать за соседними лесами и убедиться, что семья будет жить в процветающем лесу, и все местные жители считали его героем за его невероятную храбрость. И это наша история на сегодня. Хватило бы у вас смелости схватить слабого детеныша на глазах у его матери. И сделали бы вы это снова для другого детеныша? Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо, что посмотрели, и увидимся в следующий раз.